Привет, ребята! Сегодня мы устроим соревнование между 1000 тараканов и 1000 воинственных рыжих лесных муравьев. Посмотрим, кто окажется сильнее как в одиночных состязаниях, так и в битвах стенка на стенку. Но сначала взглянем подробнее на каждую из этих группировок. Тараканы эти необычные, они туркменские. В отличие от традиционных, эти не умеют перемещаться по вертикальным гладким поверхностям, в частности по стеклу. В аквариуме у них получается взбираться вверх только в тех местах, где осталось немного герметика. А еще среди тараканов можно встретить белых особей, но это не альбиносы, как может показаться на первый взгляд. Белый цвет характерен для тараканов, у которых недавно была линька. Теперь по муравьям. Рыжие лесные – это авторы тех самых высоких муравейников, которые можно встретить в любом лесу. Вот они и решили в одном из углов образовать пирамиду. И в отличие от тараканов, которые постоянно копошатся, муравьи вроде бы ведут себя заметно спокойнее. А начнем проверку обоих групп насекомых с вареного перепелиного яйца. Интересно, кто же быстрее справится, муравьи или тараканы? Чистим яйцо, разрезаем его пополам, каждую часть отправляем в аквариум и начинаем принимать ставки. Тараканы сходу накинулись на яйцо и принялись от него отгрызать кусочки, а вот у муравьев ситуация немного другая. Эти принялись бегать по аквариуму, но яйцо насекомые игнорируют. Большая часть из них и вовсе предпочитает отсиживаться по углам. Только некоторые муравьи обратили внимание на лакомство. Значит, перекладываем половинку в угол, где концентрация насекомых явно побольше. Тем временем тараканы уже обсели половинку яйца со всех сторон, равномерно откусывая кусочки. Они это делают неорганизованно и постоянно спихивают друг друга с лакомства. Муравьи же действуют иначе, создавая некоторую очередь за право съесть понемногу. Спустя полчаса уже можно сделать выводы, что подход тараканов оказался эффективнее, по поеданию они явно лидируют. Вот каким образом это происходило последующие 2 часа. Во время процесса поедания яйца обоими видами насекомых обнаружилась крайне интересная деталь. Тараканам больше пришелся по вкусу белок. За 2 часа они практически полностью его съели, почти проигнорировав желток. В то же время муравьям желток понравился больше, и они его ели активнее. Если, конечно, в сравнении с тараканами такую скорость поедания вообще можно назвать активной. А пока часть муравьев не спеша доедает яйцо, остальные все равно шатаются по аквариуму без дела. Подкинем им работку. Проверим, как себя поведут муравьи, если к ним опустить одного тараканчика. Тот буквально со старта принялся носиться во всех направлениях, но муравьи уже заметили чужака. Лесные обитатели тут же набросились, принялись его кусать и хватать за лапы. К слову, кусаются такие муравьи очень больно, ведь они при этом еще и жгучей кислотой брызгают. Но даже оказавшись на спине и практически обездвиженный, таракан попытался дать отпор рыжим агрессорам, бешено раскручиваясь вокруг своей оси. Но это помогло лишь на краткий период времени отгонять захватчиков. А тут уже 2 муравья что-то не поделили и принялись драться между собой. Но это мало на что повлияло, ведь остальные продолжают накидываться на таракана. Как ни странно, тот продолжил давать им отпор во всю мощь своих лапок. Что интересно, муравьи не стали накидываться на насекомые все вместе. На таракана нападала буквально пара-тройка рыжих солдат, пока остальные просто суетились, будто рядом ничего не происходит. В какой-то момент муравьи ухватили таракана и начали куда-то нести. В общем, один таракан против целой банды агрессивно настроенных муравьев совсем не воин. Вот если бы его апгрейдить, дать ему танк, а еще лучше самолет. Оу, что-то меня в War Thunder понесло. Еще бы, ведь военный онлайн-экшен недавно получил большое обновление. Теперь здесь доступна ветка уникальной южноафриканской техники, модифицированные тяжелые танки, стремительные колесные бронемобили и многое другое. Кроме того, в игре появился самолет с изменяемой стреловидностью крыла. Война в War Thunder охватывает весь мир и разные эпохи. Сражайся в любой точке земли на машинах прошлого века или современности. Захвати превосходство на новой локации в заброшенном военном городке Северск-13 с советскими панельками и домом культуры. В War Thunder доступны
доступны самолеты, танки, корабли и вертолеты. Комбинируй разные типы техники в одном бою. Прокачивайся и побеждай. Если повезет, сможешь закончить раунд ядерным ударом. Ощути War Thunder по-новому, с улучшенной графикой, обновленными эффектами, реалистичным небом и достоверным звуком. Качай игру бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы для легких побед в начале игры. Теперь пора проверить, как одни и другие насекомые будут реагировать на жидкий продукт, допустим на Пепси. Набираем напиток в шприц. Далее располагаем в каждом аквариуме пластиковую емкость. Чтобы все было по-честному, нальем в каждую из них по 2 мл. Тараканы с таким энтузиазмом принялись пить, что некоторые особи даже решили искупаться. Впрочем, муравьи тоже не отличились организованностью и буквально топились в сладком напитке. Но скорость у обеих групп насекомых все равно была разной. Тараканам на то, чтобы опустошить емкость, понадобилось всего 20 минут времени, и в крышечке как будто ничего и не было. А вот мурахам на это же действие понадобился целый час и 15 минут. Раз уже обе группы особей подкрепились Пепси, время для еще одного противостояния. Проверим, как справятся друг против друга муравей и таракан 1 на 1. В качестве импровизированного октагона выступит чашка Петри. Да начнется баттл. Муравей сразу понял, что к чему, и принялся гонять таракана по всей плоскости. А таракан задействовал тактику переворачивания на спину, чем поставил противника в замешательство. После такого муравей решил не отдавать ни одного шанса на победу. Так он и продолжал гонять таракана по периметру. В какой-то момент муравей принялся даже разогреваться перед очередной серией ударов. Основательно помахав лапами, он снова бросился на противника. В принципе, по очкам муравей тут точно вышел победителем. Он однозначно боевой по натуре, чего не скажешь про таракана. Пора дать двум общинам насекомых еще одну вкусняшку — банан. Отрезаем 2 равных кусочка и закидываем в каждый из аквариумов. Муравьи, как и все разы до этого, решили, что спешить некуда. Ну а тараканы предсказуемо насели на сладкий фрукт со всех сторон. Кстати, на этот раз они не набросились, а ведут себя спокойнее и организованней. Но даже при таком раскладе тараканы уработали экзотическое лакомство за какие-то 10 минут. Муравьи по истечению того же времени не справились и наполовину. А пока рыжие лесные обитатели не спеша наслаждаются фруктом, пора проверить, как будет себя чувствовать 3 муравья в компании целых 100 тараканов. Возможно, муравьи не так быстры в поедании пищи, как тараканы, зато они точно лидируют в вопросах резкости и конфликтности. Оказавшись внутри аквариума, рыжие работники тут же принялись бродить по всей клетке в поисках, с кем бы подраться. Тараканам ничего не оставалось, кроме как разбегаться под натиском мелких агрессоров. Один из муравьев и вовсе ухватил обитателя аквариума за лапу, а тот попытался его отбросить, беспощадно бегая взад-вперед. Катанием на тараканах попробовал заняться и другой муравей, но с куда меньшим успехом. Тем временем бедный таракан все еще пытается скинуть с себя другого муравья. Даже в условиях численного превосходства противника эти бесстрашные насекомые все еще готовы рвать и метать, главное, чтобы жертва была. Схватка в виде 1000 на 1000 все ближе, а пока дадим насекомым по кусочку отваренного куриного мяса. Видимо, муравьям мясо нравится гораздо больше, чем все то, что давали до этого. Сходу накинулись, и каждый хотел себе оторвать по кусочку. Причем каждый из них настолько сильно тянул мясо в свою сторону, что в итоге кусочек передвигался по всему аквариуму. Нам из-за этого даже приходилось постоянно переставлять таймлапс камеру. А у тараканов все стабильно. Как мы уже выяснили, они всеядные, вот и от мяса насекомые отказываться не стали. В какой-то момент в поедании мяса обе группы шли вровень, чего за сегодня вообще не случалось.
Спустя 1 час 40 минут муравьи окончательно закончили трапезничать. Это первый продукт, который у них получилось съесть или же разобрать по кусочкам раньше, чем у тараканов. Тараканы же спустя 2 часа и вовсе отвернулись от мяса. К слову, что забавно, они его не ели, а скорее пили, ведь из него была извлечена вся влага, а в засушенном виде мясо уже перестало их интересовать. Вот мы постепенно и подошли к главному вопросу нашего видео. Что же случится, если 1000 рыжих лесных муравьев столкнется с 1000 вечно голодных тараканов? Разделяем муравьиный аквариум на 2 половинки, отодвигая обитателей в одну сторону. Во вторую же часть аквариума высыпаем всю тараканью популяцию, и битва началась. Ну, как битва? Ошалевшие тараканы начали носиться по головам у воинственно настроенных муравьев. И лучше бы им этого не делать. Уже спустя минуту после начала боя над аквариумом появился резкий запах муравьиной кислоты. Некоторые тараканы посмышленнее побежали в угол, чтобы сбежать от атаки по остаткам герметика. Но там их уже ждало несколько рыжих хозяев аквариума, решивших помешать побегу. Довольно скоро оказалось, что ситуация не в пользу муравьев, и пол покрылся телами павших в бою. Хоть поодиночке они и хорошие бойцы, но против полчища хищных тараканов им это не помогло. Казалось бы, исход битвы решен, но внезапно что-то начало происходить. Сначала появился запах кислоты, и тараканы из левой половины аквариума бросились в рассыпную. Все верно, это выжившие муравьи сгруппировались и мстят за погибших товарищей. Может им и не победить, но свое место в Вальхалле они через бой точно заслужат. Некоторые тараканы группируются возле стенки, пораженные таким сопротивлением. Судя по тому, как этот муравей в одиночку бьет таракана, сдаваться они не собираются. В любом случае исход боя еще не решен, а сражаться обе группы по ходу намерены долго, так что мы оставили их на сутки. Спустя 24 часа мы решили взглянуть, как там продвигается сражение, и перед нами предстала удивительная картина. Выжившие муравьи, как 300 спартанцев, сгруппировались в одну часть аквариума и отбивали все атаки тараканов, которые проходили мимо. Тараканы тоже потеряли много бойцов, поэтому и не рисковали подходить к злым муравьям. Так и закончилась битва стенка на стенку. Также не забываем, что баттл с самолетами, вертолетами, танками и кораблями вы можете найти в War Thunder. Ссылка в описании. Сегодня все, пока. Пока-пока.